Приветствую! Меня зовут Вадим Георгиенко, и я хочу поговорить с вами о созидании. Не так давно на наших глазах произошло два важнейших технологических шага. Интернет опоясал мир, объединил информацию и дал к ней доступ. И социальные сети, они соединили людей, и возможности этих медиа по информированию впечатляют. Что же станет следующим этапом технологической эволюции человечества в этом направлении? Вот три проекта, которые очерчивают контуры того, что мы искали. Марк Цукерберг и его Facebook, как и другие соцсети, это прекрасная возможность информирования. Однако они не очень приспособлены для принятия коллективных решений пользователей и их реализации. Пиа Манчини и ее Democracy OS, как и другие платформы для голосований и петиций электронной демократии. Пиа – замечательный пионер, а ее проект имеет инструмент для принятия решений с помощью электронного голосования. Наиболее уязвимое звено ее проекта – это недостаток жизнеспособности. Проект фиксирует коллективные решения, однако не имеет инструментов реализации этих решений заинтересованными людьми, кроме как через местные власти. В результате такой прекрасный проект не получает должного развития вследствие недостатка депутатов местного совета, готовых это внедрить. Перечен и Kickstarter, как и другие краудфандинговые платформы, подарили нам новую возможность сбора средств онлайн на реализацию своих идей. Однако, если вы хотите найти лучшее решение по лучшей цене за свои деньги, это не лучший инструмент для этой задачи. Дело в том, что краудфандинговая платформа – это инструмент для оптимизации продаж этого человека, а не покупок. Здесь просто нет подходящих инструментов для социального инвестирования, а также для принятия коллективных решений с соинвесторами. Это не очень хорошо для потребностей местного сообщества и его развития. Знаете, почему все эти люди, улыбаясь, смотрят на вас? Они ожидают увидеть конкуренцию различных предложений за свои деньги. Им нужны простые и понятные инструменты для лучших покупок. Так вот, на наш взгляд, следующим технологическим этапом и ключом к формированию созидательного разума всего человечества как объединенной сущности станет власть сотрудничества людей в цифровую эпоху. И наш проект именно об этом. Рад представить вам приложение «Гражданское общество 1.0». Это мощный инструмент для принятия и реализации решений гражданским обществом. Теперь, не дожидаясь появления Илона Маска, можно сообща создавать и запускать электро- и пневмомобили, или космические корабли, или решать местные проблемы в отсутствие Михо Саакашвили. С появлением приложения гражданского общества нужно кооперироваться с другими людьми и решать различные проблемы, улучшать свое жизненное пространство, внедрять наиболее актуальные, прогрессивные и востребованные в сообществе идеи, реализовывать глобальные инициативы. Для реализации этих задач приложение гражданского общества охватывает основные ключевые функции: поступление, накопление и управление ресурсами, принятие коллективных решений по различным алгоритмам, трансформация ресурсов в конечные продукты и социальное воздействие, информационное обеспечение. Главная цель команды разработчиков на данном этапе – это создание инструмента с таким функционалом, который позволит вам, как пользователям, далее максимально самостоятельно развивать этот проект на основе самоуправления. Например, в нашей стартовой версии вы не найдете систему защиты на уровне Пентагона. Однако у пользователей уже есть все необходимые инструменты для того, чтобы сообща реализовать приемлемое для себя технологическое решение. Это касается не только кибербезопасности, а и любых других сфер вокруг нас, включая создание системы местного электронного самоуправления. Человек не может быть компетентен во всех сферах. Понимая это, мы реализовали для вас возможности делегировать свой голос или деньги, отзывать их или принимать участие лично. Как поступать, решаете только вы. Гражданское общество реализуется на открытом коде, поэтапно, с учетом решения вопросов безопасности. Созданные инструменты приложения условно делятся на 4 модуля: принятие решений, социального инвестирования, социального предпринимательства и информационной среды. В интерактивной опции «Мои задачи» вы найдете для себя простые шаги, которые значительно усилят гражданское общество вашего города и помогут ему перейти на новый уровень. Для гражданского общества реализована расчетная единица ICANN. Она не привязана к каким-либо валютам и будет полезна для использования как минимум в волонтерских системах. Обо всем этом и о дополнительных сервисах вы узнаете подробнее из видеообзоров во второй части.
Вы уже можете внедрять эти механизмы в любой группе, где вы есть. В вашем СМД или ВСН, в общественной организации, партии, в группе соинвесторов, в своем территориальном сообществе. С гражданским обществом вы сможете проводить территориальные праймерис, выборы, экзит-полы. Вместе с другими жителями вы можете внедрить новую систему в органы местного самоуправления и начать по-новому управлять своим городом последующие 5 лет. Более детальное обсуждение вопроса внедрения будет проводиться отдельно и по инициативе самих пользователей. Это видео не о внедрении. Мы создали движок, он имеет ряд инноваций, а внедрение далее это вопрос к активистам, общественным движениям и просто жителям. Относительно наших планов могу сказать, то, что мы планируем далее реализовать на этом движке, потрясет скептиков и вдохновит симпатиков, а главное, продолжит усиление гражданского общества. Финансовая система основана на законодательстве о неприбыльных организациях. Это означает, можно довольно быстро масштабировать систему на любой город и страну, где есть общественные и благотворительные организации при сохранении адресной ответственности на любом этапе прохождения средств. С другой стороны, это открывает новые возможности для самих общественных объединений и их взаимодействия, о которых они раньше могли только мечтать. Дальнейшее развитие гражданского общества может осуществляться самими пользователями по собственному желанию в 2 направлениях. Первое – это модификация приложения последовательными апгрейдами. Это переход на новые уровни кибербезопасности, добавление новых процедур, инструментов, сервисов и тому подобное. Второе – это создание собственных внешних проектов с интеграцией инструментов гражданского общества по API. Например, интеграция с платформами для обсуждения или краудфандинга, в том числе уже действующими, синхронизация с местными системами электронного управления и governance и так далее. Версии технологического апокалипсиса часто говорят о превосходстве сетевого искусственного интеллекта над разумом человека. Однако, на мой взгляд, в этой версии игнорируется то, что мы с вами находимся только на пороге формирования созидательного разума самого человечества. Такого разума человечества, как объединенной сущности, до сих пор не существовало, и мы можем только догадываться о его потенциале и возможностях. Теперь у вас есть прекрасная возможность создавать свою версию будущего для созидания. И гражданское общество дает вам возможность начать это прямо сейчас. А поможет вам в этом мой партнер и технический директор этого проекта Андрей Пертюх. Прошу, Андрей.